Работа в сфере рекламы кажется удивительной и интересной. И, конечно же, у меня было много таких проектов. Я делал рекламу, начиная от фармацевтики и продуктов питания, заканчивая кормами для кошек и средств для мытья унитаза. Ведь это очень важно — перечислять свои жизненные достижения. Так говорят психологи. В какой-то момент я начал ловить себя на мысли, что все процессы становятся рутинными, а творческая реализация зачастую ограничивается клиентом или же отметается еще до предоставления ему внутри рекламного агентства. Это ставило рамки для моей самореализации. Я понял, что мне нужно нечто большее, что я могу делать что-то более монументальное, что-то великое и невероятное. Подобно высшей силе я могу создавать миры и управлять ими. Ну, то есть делать игры. И, конечно, моя главная цель — попасть в игровую индустрию. И вот уже несколько лет, постепенно, шаг за шагом, я изучаю геймдев. Это достаточно трудный процесс для меня, особенно по части кода. На данный момент я создал две простенькие игры, которые уже можно найти на платформе GameJolt и поиграть в них. Это ретро-шутер Sandbox и раннер, разработанный для смартфонов под названием Moonshine Rush, в котором можно сыграть прямо в браузере компьютера. Ссылки будут в описании под видео. О создании этих игр я еще подробно расскажу. А пока давайте вернемся в прошлое, когда я только решил сменить работу в рекламе на геймдев. Вначале у меня появилась внутренняя неопределенность. В какой роли я буду работать в геймдеве. К слову, я тогда еще совсем не понимал, как устроена игровая индустрия и какие вообще профессии там востребованы. Свой путь работы в рекламе я начинал с дизайнера и вырос до арт-директора. Для справки, арт-директор в рекламе — это тот человек, который отвечает за всю ее визуальную часть, подбирая фотографии, иллюстрации, выбирая модели, интерьеры для фото, видеосъемок и прочее. Ну, так как все-таки я умел рисовать и даже имел несколько концепт-артов в портфолио, которые рисовал для собственного удовольствия, самым явным в игровой индустрии была должность иллюстратора или арт-директора. Но до иллюстратора я все-таки не дотягивал, так как по сути это профессиональные художники. Оставалось только вариант арт-директора. Я начал перебирать вакансии на HeadHunter в поиске по какой-то более-менее подходящей для меня, но везде требовался опыт в игровой индустрии. Но мне все-таки удалось попасть на собеседование в компанию, которая делала интерактивные визуальные выставки и аттракционы. Ну, на собеседовании меня также спросили: есть ли у вас опыт создания компьютерных игр, интерактивных инсталляций или что-то подобного? Ну, так... К сожалению, ничем таким я похвастаться не мог. Но на собеседовании я понял, что для портфолио мне нужно минимум какой-то интересный визуальный игровой прототип. Или лучше готовая игра. Можно было, конечно, как вариант найти команду разработчиков-новичков и поработать с ними бесплатно, как арт-директор, сделать красивые заставки, менюшки, нарисовать персонажей, элементы уровней, в общем, сделать игру красивой. Но я почему-то не стал делать этого, да и не знал тогда вообще, где таких людей искать. Впоследствии не идти путем арт-директора для меня стало правильным решением, и об этом я расскажу в последующих выпусках. Я начал активно искать курсы, чтобы создать свою собственную игру.